И всем привет, с вами Автомыш, и сегодня долгожданное видео о машинах просто. Ну, то есть там, если ты вообще ничего не знаешь, пришел такой на парковочку, хочешь такой все всем рассказать, показать, какой ты классный, все знаешь. Это видео специально для тебя, особенно для девочек, которые вообще ничего не понимают, но хотят. Я вам помогу, я была такой же, все были такими же. Так что, поехали! Я сяду вот сюда, и вот здесь будут картиночки, чтобы вам все было более понятно. Начнем же разбираться в основах. Когда мы видим автомобиль, первое, что мы можем сказать про него, это кузов автомобиля. То есть у нас есть несколько кузовов. Сейчас я вам расскажу прям самые основные, которые у нас по городу ездят. То есть это хэтчбэк, седан, лифтбэк, потом что еще? Внедорожник, купе, кабриолет. Впрочем-то, это самые основные. Ну, и лимузин. У нас вон там Монтана ездит. Лимузин. Вот. Начнем мы с самого распространенного. Это седан. У седана у нас 4 двери. Есть большая попа с багажничком. Багажничек небольшой. И если, то есть, железная крышка багажника поднимается без стекла, то это седан. Но если она поднимается с стеклом, то это лифтбэк. Впрочем-то, у лифтбэка и седана только это и есть различие. Дальше у нас самое распространенное это хэтчбэк. То есть хэтчбэк у нас выглядит с обрезанной попой, если так просто говорить. У него может быть либо 4 двери, ну, точнее, считается 5 дверей, потому что крышка багажника считается тоже за дверь. Либо 3, то есть 2 дверки и третья это крышка багажника. Впрочем-то, хэтчбэк, наверное, проще всего отличить. Ну, не считая кабриолета, у него нет крыши. Внедорожник. Внедорожник выглядит опасно. Ну, у него большой клиренс, то есть колес, потому что он, ну, как бы создан для того, чтобы ездить по говну. Так что, если вы увидите что-то, ну, вот подобное, то это внедорожник. Может быть, у него 4 двери, 2 двери. Впрочем-то, все. Дальше у нас недостаточно распространенный тип кузова. Это кабриолет и купе. Купе у нас все просто. Это как седан, но 2 двери. Все. Кабриолет понять очень просто, но его можно спутать с родстером. Как их различать, честно говоря, родстер и кабриолет, я не знаю. То есть для меня все это кабриолет. А как вы будете выпендриваться, если я вам не скажу, как отличается родстер и кабриолет? Неважно. Короче, если у машины нет крыши, но это не Жигули, у которой просто спилили крышу, это кабриолет. То есть у нее бывает крыша мягкая, и крыша, то есть жесткокаркасная. Железная крыша где-то сидит в багажнике, прячется, а потом нажимается на кнопочку, и такой трансформер собирается крыша. Вот. Ну, с мягкой крышей все намного проще, там такой, как у коляски, короче, ухынь, и все, и она закрылась. Переходим уже не к внешним различиям машины, а то есть привода. Привод у нас бывает передний, задний, подключаемый полный и полный-полный. Передний привод — это когда у нас передние колесики такие, а задний привод — когда задние колесики. Вот, то есть работают либо передние, либо задние колесики. Передний и плюс полный, то есть у него основа это передний привод, то есть передние колесики, и подключаемый полный. Крутятся все колесики. Все. Вот. Ну, а полный привод, ну, у него всегда крутятся все колесики. Это самый опасный тип машин, как по-моему. Если тебя занесет, единственное, что нужно делать, это молиться. Вот. А если говорить, что делать во время заноса с остальными приводами, то есть, например, задний привод. Это у нас классика. То есть пятерки, семерки, шестерки, тройки, вот это вот все копеечки. Это все задний привод. Все Жигули заднеприводные. Можете это сказать с пацанчиком на районе, что вы знаете, что Жигули это задний привод. Если вас занесло на заднем приводе, то
Ни в коем случае не нажимать тормоз и выруливать в сторону заноса. Плюс не забываем про газ. Короче, вы маневрированный занос устраиваете. Короче, дрифтинг. Вот, и дрифтинг это плохо. Так нельзя. Когда вы уже вышли из заноса, тогда вы можете отпускать педаль газа и останетесь живы. Если же вы занеслись на переднем приводе, то забудьте опять-таки про тормоз. Если вы нажмете тормоз, вас быстро развернет, вы окажетесь в канаве. То есть, когда вас ведет, вы чувствуете, что вас сейчас куда-то унесет, никогда не бросайте педаль газа. На самом деле, когда это все происходит, ты вообще не думаешь и паникуешь, просто пытаешься выжить. То есть мы рулим и жмем газ. Главное не рулить в канаву. А на полном приводе, ну что вам сказать, не нажимайте тоже тормоз, жмите газ куда-нибудь, да уедете. Возможно, в канаву, возможно, нет. Если подключаемый, то да, вы можете отключить просто полный привод и вывести либо на переднем, либо на заднем, смотря какая машина. То есть, либо всякие лайфхуки для заднего привода, либо лайфхуки для переднего привода. А если просто полный привод, то это полный. На самом деле я не знаю, что куда крутить, что куда нажимать, потому что я прочитала это в интернете, и до этого, когда меня занесло, я оказалась в канаве. И это была первая часть о машинах просто, так что ждите, через день я выложу новую часть, мы узнаем еще много всего интересного вот в этих ваших машинах, так что подписывайся, ставь лайк, не забудь писать мне в инстаграме, что ты хочешь видеть в видео. Всем пока! Чпонь!